Концептуально новый NAS-сервер на ZimaOS, это ZimaBoard 2. Да, новиночка у ZimaSpace, и это вот очень интересный экземпляр. Почему? Потому что вы на нем можете поднимать все. Вплоть до, скажем так, своих локальных моделей искусственного интеллекта. Да, и вы даже можете не покупать какой-то отдельный корпус, а использовать это все в коробке от самого ZimaOS, в картонной. Ну, я сейчас его, конечно, достану для того, чтобы показать вам ближе, хотя на распаковке вы все это дело увидите. Смотрите, дело в том, что этот ZimaBoard, он уникален тем, что у него есть PCI-Express X4, который, в принципе, при том, что вы можете купить, допустим, дополнительно под 2 HDD, вот такой вот кейс, да, тоже вам покажу сейчас. Да, и выглядеть он будет вообще отлично. То есть 2 HDD, размещается он сверху. У нас изначально в комплекте идет SATA кейс, то есть вы разместили конкретно вот эту штуку. Еще и у вас есть Razer, через который вы можете подключить полноценную видеокарту. Я, кстати, поднимал здесь на 3060 с 12 гигами, поднимал через Alamu Qwen, поднимал еще Stable Diffusion, и при этом у меня работал Transmission, работал Jellyfin как медиасервер, Matrix, если вы понимаете, о чем я говорю, о чем я в интернете, вернее, в YouTube вообще говорить не могу, потому что YouTube, честно говоря, не очень любит эту тему. И плюс здесь можно ставить в этот ZimaBoard любую операционную систему, которую захотите. То есть это Intel N150. Это версия на 16 гигов оперативной памяти. У него 64 гига хранилища, но через SSD-шки, через все остальное вы можете подключить все, что угодно. Вы можете через PCI-Express сюда подключить, скажем так, ну, грубо говоря, переходник SATA-контроллер там, на 4 NVMe SSD. Он в общей сумме он может оперировать с 36 терабайтами внешних хранилищ. И что такое ZimaOS? Вот вы такие, а что такое ZimaOS? Вот мы знаем там конкурентов в нас серверах, да, там какие-нибудь Ugreen, TerraMaster, там Synology с их операционными системами. А ZimaOS это охренительная вещь, которая фактически является чистым докером. Чистым докером, и при этом у нее есть отличный App-Market, App Store, где настолько много приложений, что вы себе не представляете. И при этом вы можете там поднимать, вот начиная от обыкновенных торрент-качалок и заканчивая какими-то, кстати, виртуальными машинами. Здесь есть отличный инструмент по виртуализации различных, допустим, операционных систем, включая Windows, Linux и тому подобное. Я вот все отключил. И у нас вот просто отдельная плата ZimaOS. Без SATA интерфейса. Вы можете SATA интерфейс вообще не использовать. Использовать все через PCI-Express. Ребят, шикарная штука. Сегодня мы с вами его подключим. Я вам, распакуем, подключим, я вам покажу, что такое, скажем так, ZimaBoard внутри через свою ZimaOS. Кстати, знаете, какое еще преимущество? Дело в том, что на ZimaBoard'ах изначально у вас будет ZimaOS Plus. Вот это очень важный момент. Это очень интуитивная, понятная система. Ну и, в принципе, потом сделаем с вами выводы. А перед этим, конечно же, подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик. Ссылочку на ZimaBoard я разместил в описании под видео. Технозон. Ну и давайте его теперь откроем. Смотрите. Ну, я уже его, конечно же, тут лазил. ZimaBoard 2, синглборд сервер и есть эти аксессуары 1 и 2. Есть даже вот такая вот штука. Видите, послание от команды Zima. Начнем с самого основного. Смотрите, как это все интересно сделано. Во-первых, это, прикольный гофрированный картон. Оп. Сам по себе сервачок. И сразу говорю, вот это вот выкидывать не стоит, потому что это у нас является конкретно еще и платформой для того, чтобы его тут разместить, если у вас нет нормального, допустим, какого-то корпуса, куда вы ему хотите засунуть. Сейчас покажу. Сам по себе ZimaBoard, вот такая вот цельнометаллическая коробка с огромным радиатором охлаждения. 2 LAN-порта, 2 USB 3.0. Есть вот это вот, это знаете что? Это выход на HDMI. Сейчас тоже у меня есть переходничок, есть вход питания. Здесь у нас, пожалуйста, PCI-Express слот, который у нас, видите, можно вставлять разной длины, конечно же. То есть сюда можно вставлять платы расширения, например, даже видеокарту. В аксессуарах есть много чего. Сразу говорю, смотрите, у нас есть отверточки, при этом разные.
У нас есть под блок питания, смотрите, под любую страну, куда хотите, как хотите. Это тоже плюс огромный. Теперь вот это у нас переходник на SATA. Смотрите, SATA 1, SATA 1, SATA 2. И мы можем подключать два диска рядышком. Сам по себе блок питания, сейчас мы посмотрим, насколько он, на 60 Вт, очень даже неплохо. Давайте это уберем. Кстати, сюда, вот видите, можно подключить. Если я говорю про базовую установку, то это можно сделать вот таким вот образом. Смотрите, ставится сюда. Вот так вот, смотрите, ребро заводится. Раз. Поставили. Сюда SATA 1, SATA 2. И у нас с вами готовая сборка. Это если вы хотите базово как-то с этим делом работать. То есть вы взяли базовую сборку и, в принципе, в коробочке здесь себе собрали сервер. Полноценный сервер. Сюда подключили LAN. Здесь питание, которое, да, действительно зайдет. Все нормально будет. Но у нас есть еще кое-что. Во-первых, у меня, смотрите, какая сумочка. Теперь вот такой вот у меня есть переходник для HDMI. Это очень важный момент. Почему? Потому что можно подключить внешний мониторчик. Смотрите, здесь конкретно HDMI, а здесь у нас вот такой вот DisplayPort. То есть это мини-ДП на HDMI. Можно получить вот такой вот переходничок. Хорошо. Давайте вкладывать. Потому что сейчас у нас будет еще один аксессуар, который нам пригодится. Смотрите, что у нас есть. У нас есть еще рама, куда мы можем все это дело замонтировать. Вот такая вот рама. Но это уже для 3.5 жестких дисков. Так, отключим это все. То есть ZimaBoard можно намонтировать сюда. Видите, он по креплениям совпадает. Просто перекручиваются другие винты. Я так думаю. Хотя это один из вариантов того, что я думаю. Для меня эта платформа новая. Это прям нечто новое. И сюда можно поставить 3.5 диски. То есть это под платформу 3.5. Вот, пожалуйста. Можно вот таким вот образом сделать. Уже готовый NAS сервер. У нас вот он будет вот такого вот размера. Это если говорить про NAS серверы. Потому что у нас здесь есть еще кулер охлаждения, все крепежные материалы с отверточкой для дополнительного монтажа. То есть мы с вами можем замонтировать вот эту штуку сюда. У нас будет вот так вот выглядеть это все. Это нечто. То есть вы получаете NAS-сервер на ZimaOS, совместимый там с Windows, с Linux и со всем остальным, который вы можете еще и расширять. Классная тема. Давайте его включим, будем разбираться дальше. Что же это такое? Кстати, у нас здесь есть еще, знаете что? У нас здесь есть вот расширительный под PCI Express карту. Смотрите, вот так вот это выглядит. То есть если нам здесь надо расширить, то вы поставили, таким вот образом включили. Оп. И у нас с вами есть еще вот такой вот расширительный момент PCI Express наружного. Это очень-очень удобно. Начнем именно с того, что они заявляют, и прям сайт такой очень красиво нарисованный. Конечно же, уже распаковочку видели, я половину даже не понимал, что с этим делать. Но уже после того, как мы его потестируем, я вам покажу конечный результат, хотя вы уже видели на вступлении. Смотрите, более элегантный, более мощный, все красиво. Действительно, сайт просто, невероятный. Я сделал даже меньше, так чтобы чуть-чуть. Гиперперформанс, получается, ZimaBoard 1 был на N3450, а этот на N150. И N150 здесь лучше. Объясню. Во-первых, видеоускорение при энкодинге видео при использовании мультимедийных серверов. То есть, по факту, это NAS-сервер, да, в котором можно еще PCI-Express пихать. Да. При этом его сегодня со мной нет. Я вам объясню. Он тестируется на моем домашнем столе. И теперь поехали. До 3х увеличили перформанс. Тут давайте так, без сравнений. 16 гигабайт памяти это в версии 16. Потому что там есть 8 гигабайтная. То есть LPDDR5 4800 МГц. Дальше. А вот здесь вот это вы уже видели. Коробочка. Видите, как они сделали. Интересно. Но тут же не все. У нас же имеется в виду вот этот вот есть комплект для 3.5 дисков. И плюс можно же еще NVMe диски поднять через PCI Express. Сейчас покажу тоже некоторый момент. Конечно же, ZimaOS. Я вам рассказываю. Охренительная операционка. Сейчас покажу. Можно делать и видеонаблюдение, и все что угодно, потому что это чистый докер. Но здесь ZimaOS Plus.
То есть для пользователей Zima Board она идет сразу в плюсовой платной версии. А это прям топ. Ну, можете там менеджить девайсы, очень быстрый бэкап, учитывая то, что есть приложение и на смартфон, и на компьютер, и на все что угодно. И работает со всеми облаками, которые там можно. Я себе подключил свой Google Drive и тоже отлично работает. Смотрите, до 36 терабайт можно насовать в него дисков. Ну, сколько там музыки, файлов, мне не интересно. И огромное количество приложений, которые мы сейчас посмотрим, включая полную поддержку Home Assistant. Вот это немаловажный аспект, потому что Home Assistant это и видеонаблюдение, и конкретно поддержка практически всей возможной экосистемы умного дома любого производителя. Вплоть до там Xiaomi каких-то там моментов и тому подобного. Ну и тут что они тут построили? Вот это вот самая его особенность. Это PCI-Express 3, который на нем есть. И вот можно подключить все что угодно. Вы видите эти переключающиеся. Вообще, слушайте, вы же можете сами пойти и посмотреть в описании под видео по ссылке, что там есть. И что можно подключать. И что вообще. Ну, видите, они сразу. Видеокарты. Еще одна видеокарта. Знаете, для чего видеокарты? Видеокарты для разворачивания искусственного интеллекта. То есть я на ней развернул ламу. Можно развернуть все что угодно. Потому что по сути здесь есть все для этого инструменты. И не смотрите на процессор. И работает больше именно на видеокартах. Кстати, мой совет сразу ставить сюда вот для разворачивания ламы. Я пробовал. Ну, сейчас она у меня на CPU развернута для обзора. Я брал 3060 на 12 гигов. Вообще идеально подходит. Вообще идеально подходит. Теперь дальше. Ну, а знаете, почему 16 гигов? Дело в том, что сама по себе лама и плюс Stable Diffusion я разворачивал на ней. То есть можете для себя Stable Diffusion развернуть. Ну, тут уже пошло там кластеры. Их можно кластеризировать, стойки собирать. В кластеризации это уже вообще невероятные какие-то супер кластеры на 6 бордах. Можно такие кластеры делать. Можно даже делать... Ну, короче, кастомизация полная. По самой Zima OS. У меня сейчас Zima OS поднята. Выглядит, видите, тут можно сразу там приветственное окно. И да, кстати, давайте посмотрим тут еще один момент. Дело в том, что ее можно приобрести и на фирменном сайте. Я разместил вам в описании под видео ссылку. И даже есть на Алишке. На Алишке сейчас она тоже есть и 1664, и 8 на 32. 16 на 64 это версия именно 16 гигов оперативной памяти, 64 хранилища. И 8 на 32 в том числе. И цена его пустого, там 1664, это $399, но сразу советую брать с вот этими всеми штуками, да, которые мы показывали. Вот, видите, как оно выглядит. 2Bay HDD Ray Tray, да, у нас там есть вот такая вот штука. Но у меня, я не купил такую штуку, сейчас жалею. Надо покупать сейчас. Это переходник у нас, по сути, PCI-Express, да, для NVMe. То есть PCI-Express на NVMe и NGFF SSD адаптер. Блин, классная тема. Зато у меня есть кулерок. Ну, кулер и так к нему дают. Зато у меня есть кулерок сейчас на текущий момент. Просто невероятно. В общем, ссылки на все закину в описании под видео. Давайте пойдем уже на саму Zima Board. Я рассказываю. Смотрите, у меня есть приложение. Леш, а ну смести меня сбоку. Вот. У меня есть приложение. Это внешний, это мой IP, на котором сейчас стоит Zima Board. И я могу получить доступ из любой точки мира. И мало того, он еще и поддерживает peer drop. Это по типу вот как у Apple, да. То есть я могу выбрать, допустим, какой-нибудь файл, давайте там какой-нибудь DLL, и он его туда просто-напросто взял и закинул. И все. И все. И он закинул дальше. У меня есть, смотрите, на Zima я могу вот такую вот настроечку. Сейчас. Вот. Настроечку. Я могу подключать автоматически диски через Quick Access, даже не мороча себе голову. Смотрите, нажимаю Save. И у меня сейчас подключатся мои диски, которые там, сюда, как диски системы. Та-дам! Как видите, вот, пожалуйста, Zima OS, SSD Storage. И вы видите здесь IP-адреса. То есть у нас здесь все сделано именно для удобства и оптимизации. Нет никаких там тяжелых моментов. Давайте что-то кастомизировать, давайте что-то делать. Давайте я сейчас оттуда просто-напросто файлик. Это видеозапись, это не то. Смотрите, у меня там есть сейчас downloads. Давайте что-нибудь скопируем, попробуем. Ну, вот на 2-гиговая. Я хочу закинуть и посмотреть. Вот внешняя сеть.
Давайте посмотрим, насколько быстро это все копируется. Ну, здесь будет зависеть, у меня сейчас Wi-Fi подключен, там тоже идет через Wi-Fi. Но я имею на внешний мир, это на внешний мир. Смотрите, растущую скорость. То есть, это доступ из черт знает откуда. Через десятки, сотни, даже на текущий момент через тысячи километров у меня все работает. Теперь сама ZimaOS. Очень классный интерфейс. Очень классный. Сразу говорю, она подходит для всего. Можете поставить туда винду, потому что это фактически Intel N150. Вы можете туда поставить Linux, любой Linux. И, конечно же, мы можем установить сюда CasaOS. Вот это важный момент. Здесь сейчас у меня стоит ZimaOS. При этом, смотрите, если я пойду на settings, в General, то мы видим, что ZimaOS Plus версия. А чтобы вы понимали, ZimaOS сама по себе, она стоит денег, плюсовая версия. Простая версия она такая. Из языков есть английский, ну, в том числе есть русский, украинского, к сожалению, нет. Но могу русский сейчас включить, чтобы было видно. Есть управление хранилищем, он поддерживает создание рейда. Вот, пожалуйста, RAID у нас есть. Но для этого нужно новые диски добавить. У меня уже все размечено рейдом, не рейдом единым. По рейду поддерживает RAID 0, RAID 1, так как это программный уровень, по сути. Через PCI-Express вы можете поставить, по сути, карту расширения PCI-Express на 4-6 SATA слотов и сделать полноценный RAID-контроллер. То есть, это должен быть внешний контроллер. Там уже делать RAID 5, RAID 0. То есть, здесь это все возможно. Но управлять дисками одно сплошное удовольствие. Можно форматировать, отключить. Все очень просто делать. Вы можете даже их кастомизировать, назвать там по-своему. Отлично это все дело выглядит. По сети у нас можно сконфигурировать порты. 2 2,5 гигабитных порта. Пожалуйста. Также есть удаленный доступ. Все через ID. Через специальные приложения все отлично работает. Ну и тут, конечно же, приложения. Вы можете, допустим, кэш-клинап сделать в докере и тому подобное. App Store. App Store – это отдельная тема, это просто нечто. Тут, видите, OpenClaw есть сразу, что кидается в глаза. Вы можете свои AI-ассистенты разворачивать. И поехали. Сразу видим Jellyfin. Это личная медиасистема. Это просто самая шикарная тема, которая может быть. Transmission, Portainer. А Portainer здесь нафиг не нужен, потому что, по сути, ZimaBoard – это и есть докер в чистом виде. Есть Qubit Torrent. И пошло-поехало. Чего ж тут только нету. Вы можете разворачивать все, что захотите. Я вам расскажу. Даже Jellyfin на NVIDIA GPU можно поставить. То есть, если у вас, допустим... Ну, что такое Jellyfin? Jellyfin, давайте с него начнем, наверное. Jellyfin – это мультимедиа-сервер. И он у меня включен на текущий момент. Вот, пожалуйста, управление мультимедиа-сервером. Здесь есть фильмы. Есть, конечно же, у нас, видите, тут параметры, панели. Вот, панель управления самим сервером. И это позволяет, это по типу Plex, когда вашу медиатеку он каталогизирует. Плюс есть еще можно DLNA включить. И имея, допустим, Smart TV Box, имея, допустим, Smart телевизор, имея любой компьютер, вы можете смотреть из любой точки мира фильм. Я вам рассказываю такой небольшой кейс. Давайте я сейчас включу свой TV Box. Он сейчас выключился. Давайте включаем. Еду в Германию. Там запрещены торренты, да? У меня с собой TV-бокс. Jellyfin стоит дома, в Украине. Я через приложение по управлению трансмиссионом выбираю, что закачать на смартфоне. Давайте уже сразу будем показывать, как это в смартфоне выглядит. Та-дам! И у меня здесь вот Zima. И я вижу свои фильмы, которые я могу включить на закачку прямо в своем смартфоне. Оно закачает. А смотреть, Jellyfin его, по сути, смотрите, у меня здесь, кстати, сразу покажу вам Zima клиент, чтобы вы понимали, что он такое существует. Видите, он сейчас пытается на внутренний подключиться, он его не найдет, и пошел на внешний подключаться. То есть, поняли, он и с внутренним, и с внешним через Zima ID подключается и работает. Для этого он поднимает VPN и просит меня ввести данные доступа. И все, и мы подключились. И мы имеем доступ и к моим SSD-сториджам, к моему Google Drive, к моим библиотекам. Мы можем сюда... Давайте вернемся. Мы можем сюда сгружать свои фотки.
Мы можем даже приложения открывать, которые есть. Ну, например, да, там, что я там могу открыть Transmission, да? Вот, пожалуйста, мой Transmission. Ну, я не буду сейчас авторизоваться. Я могу зайти OpenWebUI. Это Alama, которая у меня, в принципе, развернута, которую я вам сейчас покажу на компьютере, да? Мы можем OpenClaw, мы можем все со смартфона даже получать доступ к приложениям, которые установлены на ZIM. Это прям нереально круто. То есть обычно, как выглядит на нас серверах, там ты можешь получить доступ к файлам, а тут можешь делать все, что угодно. Смотрите, вы можете заселектить папки, которые можете там бэкапить, там всякие имиджи, фотографии и куда. И он будет у вас делать бэкап систематический. Foreground backup можете включить, и как на Google Drive оно будет выгружать ваши фотографии и тому подобное на домашний сервер. Это очень удобно, это очень классная тема. То есть, ну вы поняли, да, здесь есть Transmission, у меня управление. Ладно, с телефона мы уже поняли. Возвращаемся в обыкновенный TV-бокс. И на TV-боксе у меня установлен Jellyfin. Так вот, оно качает у меня в Украине. И я смотрю фильмы, вот, пожалуйста, прямо, ну, конечно, мне приходится сейчас все сглаживать. Как выглядит эта каталогизация? Смотрите, то есть я вижу фильм, я вижу описание, он поддерживает все HDR, поддерживает Dolby Vision, поддерживает все, при этом он может перекодировать на ходу, потому что у Intel N150 есть аппаратный энкодер. Допустим, вам нужно 4К в Full HD перекодировать. И это все, я сейчас нахожусь, хрен знает за сколько тысяч километров. Я включаю и вижу, как у меня работает фильм. Я могу его перематывать. Смотрите, вот, пожалуйста. При этом это мгновенная перемотка. При этом это будет работать с Dolby Vision. И это еще не все. Давайте выключаем TV-бокс. У меня здесь есть, видите, статистика использования, события, все. Но мы сейчас не про Jellyfin говорим, как само приложение. Мы говорим конкретно про ZimaOS. И вы сейчас видите, как у меня на WebOS установлен тоже клиент. И тоже я могу просматривать контент прямо на телевизоре LG без какого-либо телевизора, имея эту штуку. Или же я могу Jellyfin смотреть, кстати, не только фильмы, а могу еще, например, эфирное телевидение подключить. Вот, пожалуйста, каналы у меня есть. Включать не буду, но для этого вам нужен просто-напросто поток из, например, какого-нибудь IPTV плейлиста. То есть по факту мы сейчас имеем какую-то мультимедийный компанию. Ну, про OpenClaw это отдельная тема. Можно RetroArch открыть и запустить, и он будет работать у вас просто-напросто прямо в браузере. Вы можете играть ретро-игры. И вам не надо ничего делать. У вас есть классное управление файлами. Смотрите. То есть у меня сейчас здесь подключен мой Google Drive. Очень работает быстро. Я могу работать с ним. Я работаю здесь со своими ботами, которые у меня тоже. Я на ZimaBoard. Я их сейчас снес, переставил на другую плату, более мощную. У меня там просто очень мощные боты стоят. А ZimaBoard я хочу чуть оптимизировать, проапгрейдить и поставить видеокарту. И уже там буду переносить обратно, когда я его чуть, скажем так, сделаю небольшой апгрейд. Теперь дальше. Это еще не все. Давайте, поехали. Llama. Я разверну локальную модель Llama. Говорю сразу. На внутреннем процессоре с простой памятью, хотя здесь LPDDR5, он работает очень медленно. То есть я могу там создать какой-то чат, он будет отвечать мне очень долго, со 100% загрузкой процессора. Но как только вы поставили сюда, вот у меня Llama развернута, вы видите сейчас в панели, вот, пожалуйста, видите, Llama, если открою, Llama запущена, да, я через OpenWebUI по факту получаю доступ к своему вот Llama, которую развернул. Дело в том, что вы можете разворачивать здесь любой ИИ, но опять же говорю, вот вам нужно быть готовым к тому, что вам нужна будет внешняя видеокарта. Я использовал 3060 на 12 гигов, это просто шикарно, я протестировал. Сейчас ищу себе в хорошем состоянии. Говорю сразу, на 8 не берите, потому что ее хватит для одной Аламы. Не только Аламу можно развернуть, еще там и от Гугла, и кучу всяких открытых моделей можно развернуть. Но на 12 гиговой вы можете развернуть и Аламу или подобное, и плюс Stable Diffusion для генерации картинок. И у вас будет свой бесплатный ИИ, который еще и обучается, который запоминает контекст, переходит на разные языки. Это очень круто работает. Теперь виртуализация. Виртуальные машины. Вы можете выбрать ось, например, Fedora, Debian, Linux Mint, Ubuntu, Arch Linux. Вы можете загрузить образ OS из URL. Вы можете выбрать OS из файлов ZimaOS.
вы можете установить сюда все, что хотите. И симулировать. Если вы подключите, опять же, виртуальную какую-то, вернее, видеокарту, то будет вообще вам просто счастье. Вот виртуальные машины, вы можете создать виртуальную машину. Я поднимал Windows 10, как бы никаких вопросов, там, обыкновенная Windows 10 для какого-либо тестирования, но для ускорения, опять же, нужна видеокарта. Windows 11 не советую, потому что там через обходные пути надо будет это все делать. Теперь у нас есть функции бэкапа. Здесь вы можете добавлять в облако, куда, что, откуда, куда поддерживается Dropbox, OneDrive, USB, вы можете на какой storage, просто даете расписание такое классное, что можете копировать и бэкапить все, что вам угодно. То есть из маленького инструмента, который стоит не так, как большие серверы, вы можете собрать вполне профессиональный классный сервер. Реально большой, классный сервер на 36 терабайт. Извините меня, найдите мне конкурентов в такой вот ценовом диапазоне, которые бы могли бы такое себе позволить. Это прям очень топово. И это только маленький пример его использования. Ну, например, давайте вот я зайду там в настройки, да, у меня здесь есть сразу, ну, нет, это давайте чуть-чуть в другие настройки зайдем. Давайте в OpenClose зайдем, у меня есть терминал на каждое приложение, потому что по сути это и есть открытый докер, это операционная система докер в одном лице. Только вы все делаете не в командной какой-то дебильной строке, а делаете это все именно через App Market, как вот, кстати, Home Assistant. Вот он, пожалуйста, Home Assistant. При этом, если вам привычен более портейнер, используйте портейнер. Есть Tailscale. Вы можете VPN здесь свой поднимать. Вы можете делать все, что угодно. Я не говорю, что... Ну, я сейчас Home Assistant ставлю себе. Я не говорю, что он подойдет любому пользователю. Да, вы должны быть немного продвинутым для того, чтобы хоть как-то разобраться. Но сейчас столько мануала по этим делам, что и столько различных инструкций, что это разобраться вам один вечер колупания. Но то, что можно на нем развернуть, это прям топ. Вы можете сюда поставить различные платы расширений, кластеризироваться, вычисления. Даже на кластеризации вы можете даже какой-то корпоративный сегмент покрыть. Я вам серьезно говорю. Давайте я уже готов пройти, прорезюмировать. Ну, кстати, я хотел сказать, вот можно это в фоне ставить. Кстати, хотел сказать, что из мультимедиа здесь можно развернуть TorServe. Я просто не показываю, потому что YouTube очень сильно у нас, скажем так, ну вот я могу открыть. У меня установлен сейчас Transmission, как мы видите. Мы можем установить Plex из мультимедиа, кроме торсерва. Да, и мало того, я это все еще могу завести на коде. То есть, если вы используете ТВ-боксы на Core леки, на какие-то Libre леки и все остальное, вы сейчас тоже видите, как я на элементарном коде подключаю библиотеку и смотрю. Это просто нереально. Это просто нереально, это классная тема. Вы можете поднять свой, смотрите, AdGuard Home DNS сервер, свой блокировщик рекламы, свой личный. Не надо никому ничего платить. Есть voice-чаты, есть столько всего. И, кстати, есть очень большое количество приложений, конкретно, которые под NVIDIA. Ну, давайте я сейчас вот NVIDIA введу. Вот, смотрите, DeepSeek. Вы можете развернуть свой собственный DeepSeek. Embi медиасервер. Ну, Jellyfin, Alamu, Plex на NVIDIA GPU, кстати, с перекодированием очень быстро. Lamu Factory вы можете поставить. Короче, вы можете тут много чего делать. А можно, если ввести GPU, то на GPU еще больше. Байоники можете поставить, Blender можете поставить. Вот еще Alamo GPU. И по факту, это такой универсальный и настолько гибкий комбайн. Если вы ограничены, например, ну давайте возьмем Synology, да, там, или TerraMaster, и вы там ограничены операционными системами, да, там есть докер, но докер там работает поверх чего-то. А здесь чистый докер ZimaOS сразу в проце, да, там на каком-то Linux ядре. Просто невероятно. Ладно, все, перехожу и делаем выводы. Выводы классные, концептуальный, высокотехнологичный и, честно говоря, например, в отличие от конкурентов, допустим, даже больших каких-то конкурентов, которые не могут себе позволить развернуть, например, модели искусственного интеллекта. Ну, нет у них таких мощностей, какие бы процессоры не были. А здесь, извините меня, через PCI-Express 3, здесь PCI-Express 3 X4 вы можете развернуть все, что угодно. На самом деле это правда. Рекомендую. Классная высокотехнологичная коробка, которую мне посчастливилось тестировать. Ну, а с вами был Бабл на канале Техносон. Пока.